Город Портленд, штат Орегон, просыпался медленно, сквозь туман пробивались неоновые вывески кофеен, и в воздухе висел аромат сырости и бензина. На перекрестке у парка Пионер-сквер стоял Алекс Ривз, молодой миллионер, основатель известного стартапа по разработке искусственного интеллекта. Он ждал машину и проверял почту на смартфоне, когда мимо него пронеслась худенькая девочка в рваном пальто. Он почувствовал легкий толчок, а через секунду понял, телефона в руке больше нет. Он обернулся, но ее уже не было. Люди шли мимо, не обращая внимания. Алекс не стал звать полицию, просто вздохнул и ушел, раздраженный, но скорее удивленный, чем сердитый. Телефон был застрахован. Его можно было восстановить. И все же в ту ночь он долго не мог заснуть. В голове крутилась ее тонкая фигура, растерянные глаза, слишком взрослые для ее возраста. На следующее утро, сев завтракать и включив телевизор на фоне, он услышал знакомое имя, свое. Ведущий местных новостей рассказывал о благотворительном конкурсе для подростков без жилья, организованном городским центром помощи молодежи. Репортаж шел в прямом эфире из приюта, и камеры как раз выхватывали одну из участниц. Она стояла у доски, держа в руках тот самый телефон. Его телефон. На экране была открыта простая анимация, детская, немного неровная, но удивительно живая. Девочку звали Лили Харпер. Ей было 12. Она жила на улицах почти год после того, как ее мать умерла от передозировки, а отца посадили. Вчера вечером она пришла в приют, оставила телефон на ресепшене и попросила показать, как его зарядить. Она не хотела продавать его. Она хотела понять, как он устроен. Вся ночь ушла на то, чтобы разобраться в приложении для анимации. А утром она показала свой первый мультфильм о девочке, которая хочет попасть в дом, где тепло, пахнет пирогами и никто не боится темноты. Жюри конкурса, учителя, волонтеры и специалисты замерло. Видеоролик стал вирусным. Телефон, украденный в один миг, стал билетом в другой мир. Алекс смотрел на экран, и внутри что-то дрогнуло. Он видел не воровку. Он видел талант, потенциал и что-то гораздо большее, напоминание о том, как легко упустить чью-то судьбу, если смотреть только на ярлык, а не на человека. Он уже знал, что будет дальше. Тихо положил вилку, достал ноутбук и открыл почту. Письмо директору приюта он начал словами: «Прошу связаться со мной. У нас с Лили есть общее дело». Случайность, воровство, а потом выбор. Выбор изменить не только чью-то жизнь, но и свою. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.